Мы ждали, мы надеялись, и вот это свершилось. 12 апреля на особом мероприятии, приуроченном JoJo Day, была наконец анонсирована аниме-адаптация по манге Steel Ball Run. Араки в действительности гений. Спланировал анонс аниме, где главный антагонист — это референс на всеми известного президента во время его президентского срока, причем не в самый положительный период. В очередной раз доказал, что весь мир — это отсылка на Джоджо. В этом же видео мы разберем интересные моменты и пасхалки самого анонса, а также пройдемся по тизеру новой игры по вселенной Джоджо и рассмотрим новообразовавшуюся теорию, связанную со всей вселенной невероятных приключений. Но давайте обо всем по порядку, ведь рассказать есть о чем. А начнем мы с того, что же такое этот ваш JoJo Day. Само по себе это обычное фан-событие в Японии, приуроченное нашему любимому аниме, на котором вспоминают знаковые события, анонсируют новый мерч, делятся новостями и анонсами, и вообще устраивают вайбовые концертики. Зацените сами. И все это происходило в районе Шибуя, кстати. Местность была тематически украшена так, что не узнать виновника торжества было просто невозможно. Там же показали новые фигурки по крестоносам производства Ичибан Куджи. Выйдут они 23 августа этого года. В наличии будут Дио и Джотаро с их стендами отдельно, Whole Horse и внезапно Бэйби Пальнарев с Черриотом. Вот это действительно мило. Еще, конечно, показали Nendoroid фигурки Джайро и Джонни, пока только в виде артов, но кто-то из зрителей уже готов пополнить ими свою коллекцию. Не обделили также и игроков. Тут нельзя вскользь не упомянуть, что существует одна относительно свежая игра по Джоджо 19 года выпуска. Это что-то вроде королевской битвы под названием JoJo's Bizarre Adventure Last Survivor, и в ней добавят Джайро в роли нового игрового персонажа. Новость, конечно, классная, но на ПК и мобилке игра недоступна, так как предназначена только для физических аркадных автоматов. Хотя, конечно, эмуляторы никто не отменял. Но это все лирика. Мы же переходим к анонсу новой игры по вселенной Джоджо. Официального названия у нее еще нет. Сам-то анонс игры как таковой был еще в прошлом месяце, вот только тогда никакого визуала показано не было. А сейчас у нас есть коротенький тизер, и мы хотя бы имеем представление о том, в каком стиле она будет выполнена. Судя по всему, модельки персонажей будут 3D-шными в соответствующем, присущем мобильным устройствам шакальном качестве. Надеюсь, они не думали, что мы не заметим, что это буквально покадрово анимированный момент из опенинга Стардастов. Ну, ладно. Из представленных персонажей показали всех главных Джоджо вплоть до Stone Ocean, а значит, вероятно, на релизе героев Steel Ball Run, Джоджо Леона и уж тем более Джоджо Лэнса ждать не стоит. Более подробную информацию о игре нам пообещали раскрыть 30 июня. На их сайте даже обратный отсчет выставили, чтобы особо заядлые фанаты могли быть в курсе. Также на сайте есть пасхалочка для самых внимательных. Если нажать правой кнопкой мыши и посмотреть исходный код страницы, вас встретит изображение Дио, состоящее из символов, и надпись «Ты следишь за мной, не так ли?». Ссылку на сайт закреплю в комментариях, можете попробовать сами, и вдруг найдете что-то еще интересное. Во всяком случае, игра уже находится в активной разработке, но больших надежд я бы питать не стал. Все-таки релиз готовится только на мобильные устройства, iOS и Android. А это первый звоночек о том, что скорее всего мы увидим какую-нибудь карточную дрочильню с элементами гача, или же пошаговую изометрическую RPG, на чем студия разработки как раз и специализируется, судя по их выпущенным играм. Подобный жанр всегда был популярен в странах Азии, но не у нас, поэтому особых надежд я бы не строил. Во всяком случае, стоит ожидать, что игра будет бесплатной, но с микротранзакциями. Таков уж сейчас рынок мобильного гейминга. Но не будем расстраиваться раньше времени и перейдем к более позитивным новостям, а именно к долгожданному анонсу Steel Ball Run. Мы ждали этого 4, нет, 5, спасибо, что не 1000 лет. И вот нам показали тизерный ролик, что начинается с отчета событий Phantom Blood. Затем происходит ресет, и мы оказываемся в 1890 году. Именно в это время происходили события 7-й части. Причем достоверно не ясно, специально ли это было сделано именно с эффектом перемотки времени
времени в результате действия Made in Heaven. Ведь если это действительно так, то мы можем предположить, что Араки решил вернуться к концепции того, что альтернативные события 7, 8 и 9 частей могли возникнуть как раз в результате ресета Пучи, хотя ранее заявлялось, что эти вселенные сюжетно никак не связаны. В конце концов, он дает добро на тизеры и не стал бы просто так пускать в эфир подобный момент. Иначе у нас возникает теория, что эти две альтернативные вселенные в итоге официально сольются в одну общую, и больше не будет неразберихи и споров как среди старых, так и среди новых зрителей. Что могло бы негативно сказаться на просмотрах аниме, так как ранее считалось, что СБР это не продолжение Джоджо, а его перезапуск и переосмысление. Напишите в комментариях, что вы думаете на этот счет. Мог ли Араки тактично забыть о том, что каноничный Джоджо закончен на Stone Ocean, и все, что выходит дальше, это абсолютно отдельная история. Далее в тизере показывают отрывки из сюжета СБР, что дословно переводится как «общее расстояние» около 6000 километров. Приз за победу 50 миллионов. Первое в истории человечества пересечение всего североамериканского континента. Затем нам показывают арт, где персонажи пересекают каньон. Здесь мы можем заметить Джонни, Поко Локо, Диего, Hot Pants, Mountain Тима, Джайро и не особо различимого персонажа. Это Дот Хан. Он далеко не главный герой, а его роль в сюжете незначительна. Почему же именно его изобразили на главном арте всего тизера, но при этом не показали еще одного главного героя манги Сэндмана? Я думаю, ответ банален. Зачем? Чтоб ты спросил, блин. И это вправду работает. Его изображение вызывает дополнительное обсуждение среди комьюнити, что также добавляет ажиотажа. Одни плюсы же, ну. Но если рассмотреть это с точки зрения задумки, то Дот Хан, по сюжету являющийся потомком Чингисхана, впоследствии был убит Сэндманом. И это очень даже символично, показывать вместо главного героя его будущую жертву. Показали также и официальную цветовую палитру главных героев, и среди 2,5 вариаций, что ожидала комьюнити, между белым цветом с синими звездами и голубым цветом с розовыми, художники решили остановиться на первом варианте, чем-то схожим с гаммой Джонни из игры JoJo All Star Battle, внеся некоторые упрощения, например, удаление звезд со штанов, Зачем? смену дизайна манжетов под стиль американского флага, Та за шо? и в целом упрощение детализации в угоду простоты анимации. Халтура это или нет, можете написать в комментариях, как и в целом ваши ощущения по цветовой гамме персонажей. Может быть, вы вообще, как и я, ожидали, что он будет голубым, ну и в соответствующей одежде тоже. К Джайро вопросов нет, в таких цветах его и представляли, кроме глаз, которые почему-то сделали голубыми, как у Джонни, хотя все ожидали и даже привыкли к зеленому цвету, что подходило ему гораздо больше. Но все вышесказанное мы можем отнести к тому, что это не финальный результат, и в зависимости от бурной реакции комьюнити, некоторые детали в итоге поправят, так что отменяем тряску. Также по неофициальным данным и догадкам комьюнити, ответственным за дизайн может быть Grand Gorilla, что работал над Stone Ocean, так как стиль их рисовки очень похож, а аниме-адаптацией все так же занимается David's Production. На это также указывает то, что в его твиттере особая активность приходится именно на зарисовки по Steel Ball Run. В частности, его подход к упрощению визуального стиля, чтобы сделать персонажа более френдли для анимирования. Активные посты с артами появились именно тогда, когда слухи о начале работы над СБР были в самом разгаре. Во всяком случае, получить подтвержденную информацию о его участии мы сможем только когда увидим имя в титрах, как это было в Stone Ocean. А пока что делаем выводы и следим за его твиттером. Ссылку тоже оставлю в комментах. Нам не сообщили, когда стоит ожидать выхода аниме, через год ли, через 2, но зато теперь мы с уверенностью можем сообщить. Аниме по Steel Ball Run существует. Это победа. И на этой позитивной ноте я буду заканчивать. Можешь заглянуть в наш телеграм-канал, где найдешь больше контента по Джоджо и не только. Подписывайся и ставь лайк под видео, если понравился выпуск, и еще увидимся.